Очень характерная для наших дней новость, уже не очень свежая, но порассуждать о ней нужно обязательно. Это увольнение главного экономиста Веба Андрея Клепача. Некоторые СМИ представили майское выступление Клепача на заседании Никитского клуба как нечто революционное. Дескать, главный экономист инвестиционного Госбанка предрек России поражение в войне на истощение, деградацию и социальный кризис. За что поплатился должностью. На самом же деле, хоть тезисы про деградацию и социальный кризис в случае продолжения войны правдивы, сенсационность выступления Клепача сильно преувеличена. Не зря по горячим следам, пока на него не обратили внимания независимые СМИ и YouTube-каналы, та майская дискуссия не имела никаких последствий. Она не имела последствий просто потому, что на любой экономической тусовке с участием чиновников и банкиров говорится ровно то же самое, разными словами. Греф, Набиуллина, Силуанов, профессора-экономисты ведущих вузов на совершенно официальных мероприятиях говорят: Россия войну не тянет, ситуация становится хуже, не надо думать, что худшее позади. Мы исчерпываем последние ресурсы, нас может спасти только прекращение войны. Все, что сказал Клепач, совершенно в духе официальной дискуссии и соответствует текстам официальных бюллетеней и докладов. Да, так уж вышло, что когда официальная экономическая дискуссия вдруг попадает в заголовки независимых СМИ, она начинает звучать так, будто это пишет самый страшный экстремист. И тогда автор, проработавший в главном инвестиционном Госбанке 12 лет, лишается работы. Но знаете, почему так? Почему слова большого госбанкира не отличаются по содержанию от, например, наших роликов? А потому что это правда. И было правдой с первого дня. Эта война гробит Россию. Гробит ежедневно и с каждым днем все более необратимо. Неважно, каких ты взглядов и имеешь ли их вообще. Но если ты понимаешь, как устроена экономика, ты неизбежно придешь к тем же выводам. Прежде чем обсудим это все подробнее, напомню, по ссылке в описании доступен наш гайд по обходу блокировок интернета в России. А если вы ищете подходящий VPN-сервис, обратите внимание на VPN Liberty. У него есть автоматический сервис, который бесшовно переключает пользователей между разными конфигурациями и так обходит разные типы блокировок. Конкретные проявления кризисов, связанные с войной и санкциями, не так важны. Звучит странно, но это так. Когда врачи говорят, что наркотики человека убьют, что закидываться мефедроном и героином не полезно для здоровья, они же не могут знать, как именно и когда умрет человек. Может, сердце встанет, может, печень отвалится, может, человек что-то подхватит через грязную иглу, может, обдолбанный приятель зарежет, может, наркоман сам в окно сиганет. Может, у прохожего, которого он решит грабануть на дозу, вместо кошелька будет кастет. Врач не гадалка, он не будет предполагать, что именно случится. Он просто знает, что наркотики убивают. Он знает, что у наркомана растут все риски. Медицинские, социальные, экономические, уголовные. Ему может очень не повезти, и он через неделю умрет от передоза. А может, через 10 лет его убьют сокамерники. Но то и другое смерть от наркотиков. Ведь за решетку человека приведут именно они. Но механика и сроки могут быть разными. В роли врачей в нашем случае экономисты, которые все в один голос еще в самом начале войны сказали: война – это катастрофа для российской экономики. Уход международных корпораций, изоляция от рынков капитала, отправка на фронт и массовое убийство трудоспособных людей, неконтролируемый рост бюджетных расходов на войну, растущие риски для бизнеса – все это ничем хорошим закончиться не может. Но когда в обществе прошел первый шок от начала войны и вроде как 91 год не вернулся, модной темой стало поднимать прогнозы экономистов на смех. Дескать, вы гляньте-ка на нашего наркомана-то. Он упарывается всем, что человечество изобрело, просто не трезвеет. Но вон румяный, красивый, бодрый, как никогда. Сальтухи крутит и на танцполе отжигает. Первые 2,5-3 года войны это были самые популярные разговоры. О том, что экономисты провалились в прогнозах. Что экономика растет, санкции, во-первых, не работают, во-вторых, успешно обходятся, в-третьих, и вовсе нам на пользу. Все гребут деньги как не в себя. Полки магазинов битком, в ресторанах аншлаг. Экономисты ошиблись, никогда ж так хорошо не жили. На что поступал вполне разумный ответ. Ничего подобного. Война не может быть на пользу. Тем более такая масштабная, тем более у своих границ, тем более против такой большой страны. Экономика, да, номинально растет, потому что бюджет ее деньгами накачивается как никогда, растрачивая резервы и залезая в долги. Да, у швеи из Иванова, нашей любимой, теперь есть деньги на ипотеку, да и стройка прет.
Швея теперь покупает не только сосиски по акции, но и телевизор на маркетплейсах. И это тоже все прет. Это все так. Но работа этой швеи не создает никакой экономической ценности. Ведь пошитый ею бушлат сгорит на каком-нибудь несчастном мобилизованном. Да, военка накачивается деньгами. Деньги эти идут дальше по экономике, превращаются в потребление и инвестиции, раскручивая спираль роста. Только это не рост, это пузырь. Если вы убили на фронте фрезеровщика и заплатили его жене 15 миллионов, то как бы да, для статистики это хорошо, совокупный спрос вырос. Но факт в том, что у вас больше нет фрезеровщика, а эти 15 миллионов бюджет взял в долг. Этот пузырь можно надувать до тех пор, пока бюджет может наращивать расходы опережающим темпом. Потом окажется, что и денег больше нет, и все, на что было потрачено ранее, теперь сожжено, а вложения обернулись инфляцией. Если человек раньше собирал зерновые комбайны за 70 тысяч, а стал собирать дроны за 200, то это прямо сейчас хорошо для ресторана, куда он пойдет их тратить. Хорошо для статистики. Но комбайн, который нужен экономике, который создал бы предложение на рынке комбайнов, который убирал бы зерно, теперь собирать некому. А дрон не создал никакого предложения на рынке. Не дал никакого мультипликатора. Он просто сгорел во время очередной бессмысленной атаки непонятно на что и непонятно зачем. То же и с санкциями. Сколько хвастались? Как мы их лихо и так и сяк. Покупаем через Казахстан, платим через Эмираты, везем станки, моторы, мерседесы через Китай. Нефтью торгуем теневыми танкерами. Самые мы хитрые. Никому нас за хвост не поймать. Конечно, хитрые, вопросов нет. Только вы ж за все это платите. Казахские юристы, армянские посредники, арабские банкиры, коррумпированные чиновники в Европе и Штатах. Они же не за большое спасибо на вас работают. Закупать списанные танкеры, переливать нефть в океане, терять танкеры в результате захватов, гонять выручку по подставным счетам через весь мир – это все затратно. Везти запчасти для станков через Кыргызстан тоже затратно. Возможно, в моменте стоит все неубийственно много. Нефть – товар сверхприбыльный. Потерять 5-10 долларов с барреля на круг не так уж и страшно. Возможно, вы можете позволить себе запчасти вдвое дороже. Но не может быть такого, что торговля этими кружными путями, серыми схемами, теневой логистикой, с дисконтом за риск оказалась лучше, чем нормальная белая торговля. Не может быть, чтобы Россия в результате санкций и изоляции выиграла. Если вы получаете за вычетом всех скидок и издержек 50 долларов с бочки при цене в 80, если покупаете мотор для станка за 2000 долларов при цене в 500, то вы никого в мире, кроме самих себя, не обманули. Продолжим после рекламы. Криптовалюта за последние годы прочно интегрировалась в повседневную жизнь многих россиян. Если надо перевести деньги родственника за границей, легче всего сделать это в криптовалюте. Многие заказчики, если вы фрилансер, готовы платить в криптовалюте. Некоторые подписки, например, на VPN, можно оплачивать криптой. Однако есть один минус. Криптовалюту сложно обналичить. Каждый раз надо искать обменник, дойти до него, он еще может не работать. У некоторых также есть тревога, вдруг ошибка какая, и деньги просто исчезнут. Поэтому MaxSwap создал продукт, который полностью решает эту проблему – криптовалютную виртуальную карту. Работает она просто. Добавляйте карту в Apple или Google Pay и расплачивайтесь ею за границей, как обычной картой. Что одновременно позволит вам комфортно тратить криптовалюту и иметь резервную карту за границей, мало ли что случится с основной. Карта MaxSwap привязана к криптовалютному счету, оттуда будут списываться средства и автоматически конвертироваться при покупке. Управлять картой вы сможете через Telegram, не нужно устанавливать никаких дополнительных приложений с зубодробительным интерфейсом. Сможете через Telegram пополнять баланс, смотреть сколько и на что вы тратите. И открывается такая карта всего за 5 минут. Средства зачисляются мгновенно. Наша команда сама это проверила, люди использовали это в разных магазинах за границей, и она работала. А еще у MaxSwap недавно появился уникальный продукт Premium Card – криптовалютная карта, с которой можно снимать наличные в обычном банкомате, позволяющим проводить операции через Apple Pay или Google Pay, а также оплачивать подписки на ChatGPT и Claude. Стоит премиальная карта не намного дороже обычной – 85 долларов. Такая карта позволяет снимать до 750 долларов в день и до 250 долларов за раз. На нее действует скидка по промокоду CATS 25%. Почитать подробные условия и подобрать себе подходящую карту вы можете по ссылке в описании.
Продолжаем. Не может быть такого, что Россия в результате санкций и изоляции выиграла. Конечно, никто бы не смог предсказать, что Украина разнесет российские НПЗ и в стране начнется топливный кризис. Бензин по талонам кажется чем-то невозможным. Никто бы не мог предсказать и то, что логистика Wildberries будет уничтожена вместе с товаром на миллиарды долларов. Равно как никто не думал, что придется за бюджетный счет делать мобильные электростанции, ожидая ударов Украины уже по электроэнергетике. Никто не мог представить, что по ходу войны у Украины возникнут такие возможности. Но не было вопросов, что война, по мере своего развития, будет создавать катастрофы везде и всюду. С бюджетом, на рынке труда, в банковском секторе, с инвестициями, с потреблением, с инфляцией. Что страна, которая сжигает свои ресурсы, финансовые и людские, чуть раньше или чуть позже их исчерпает и впадет в страшный затяжной кризис. Профессиональная дискуссия всю дорогу шла не об этом. Она шла о сроках, о конкретных механиках истощения, о конкретных отраслях, где риск максимален. Но ни один экономист, включая всех чиновников от экономики, ни разу не сказал: можем воевать десятилетиями, угробить 5 миллионов мужиков и потратить еще 3-4 триллиона долларов, и мы выдержим, будем процветать как никогда. Вот эту всю хренотню про готовность воевать хоть 20 лет, хоть совсем НАТО, про то, что все это нам только на пользу, что никаких трудностей Россия не испытывает, а даже совсем наоборот, такое нес только Путин и самая его отбитая челядь. Только Путин со свитой воображали, что война — это стимулятор экономического роста. В остальном же, на всех совещаниях, в бюллетенях ЦБ, на конференциях Сбера, везде чиновники от экономики рассуждали только о том, как мы будем учиться ходить на протезах, а не о том, что отпилить себе 2 ноги — это отличная идея. История с Андреем Клепачем характерна именно тем, что он даже по меркам самой системы не сказал ничего нового и революционного. Ежемесячные данные об исполнении федерального бюджета, где дефицит за 7 месяцев уже достиг 6,5 триллионов, публикации гораздо более оппозиционные и, в нынешней терминологии, экстремистские, чем рассуждения о социальном и экономическом отставании страны, о неизбежном поражении в войне на истощение. Пока главный экономист Веба в личном качестве на заседании Никитского клуба делает всякие прогнозы общего характера, Эльвира Набиуллина совершенно спокойно, просто в рамках сводки, говорит, что нет никаких других денег в экономике для финансирования растущего госдолга, кроме депозитов граждан в банках. И никто ее за это не увольняет. Войну на истощение нельзя выиграть. Она после себя оставляет истощенные трупы государств. Мы это знаем по результатам Первой мировой. Тем более нельзя выиграть войну на истощение, когда совокупный экономический потенциал союзников твоего противника превосходит твой на порядок. Безо всякой Америки совокупный ВВП Евросоюза 23 триллиона, в 9 раз больше российского. Федеральный бюджет Германии больше российского, госбюджет Франции больше российского. При всех проблемах, дискуссиях, кризисах, при всех объективных недостатках союзники Украины очень не хотят, чтобы та проиграла. Очень не хотят лишить себя единственной защиты от Путина. Они здесь напрямую заинтересованы. Это далеко не только моральный вопрос. И они могут тратить кратно больше с кратно меньшим для себя ущербом. Германия тратит 2% своего федерального бюджета на помощь Украине. Россия только напрямую, только по статье Нацоборона тратит 30% федерального бюджета на попытки Украину разрушить и захватить. С такой арифметикой нельзя выиграть войну на истощение. Даже если за Украину останется только Европа, даже если новый президент США будет любить Путина еще больше, чем Трамп, но даже ЕС вы замучаетесь истощать. Пока немец закажет вместо стейка курочку, вы уже последние штаны проедите. Горят НПЗ, горит Wildberries, что-то еще горит. Это все детали, которые ускоряют и усугубляют проблемы. Но картину в целом это не меняет. Война уничтожает страну, выжигает ее ресурсы, и процесс этот конечен. Даже для такой ресурсной и большой страны, как Россия. Если вместо того, чтобы создавать экономическую ценность, вы под страшный процент берете долги, чтобы инвестировать в трупы и руины, вы разоритесь. Это неизбежно. Модель, которая инвестирует в нанесение ущерба себе, не может жить долго. Покупать в кредит дорогой бензин, чтобы сжечь свой дом, это заведомо плохая идея. И не нужно здесь быть экспертом. Не надо думать, будто чиновники от экономики в Минфине, в госбанках, в ЦБ какие-то либералы. Ну какой Клепач либерал?
12 лет работает главным экономистом инвестиционного Госбанка. Какой там либерал на такой должности на 5-м году войны? Человек выбрал работу на государство. Реальная система взглядов и рефлексия ему строго противопоказаны. Занятые экономикой люди, даже если они очень преданы своему работодателю, просто вынуждены быть реалистами. Работа с цифрами заставляет быть реалистом. Ровно поэтому цитаты Клепача с заседания Никитского клуба звучат как цитаты из наших роликов. Клепач говорит, что денежно-кредитная политика России уникальна. Накачивать экономику бюджетными деньгами в оборонку и тут же зажимать гражданский сектор высоченными ставками, высасывая из нее деньги. Это беспрецедентное в экономической истории поведение. Это полное безумие, которое ведет к стагфляции. Но то, что Клепач-то признает, не значит, что он подался в оппозицию, что мы совпадаем с ним по взглядам. Просто невозможно смотреть на одни и те же цифры, на одни и те же процессы и делать противоположные выводы. Он говорит, что первые лица без малейшего уважения относятся к статистике. Мы говорим то же самое, когда в очередной раз вынуждены реагировать на выступление Путина, который принимает решения на основании совершенно вымышленных данных. Клепач говорит, что начальство переживает о данных соцопросов, о падении собственных рейтингов больше, чем о реальных макроэкономических показателях. И мы это тоже говорили. Бесполезно рассчитывать, что Путин остановится перед лицом ужасающих экономических показателей. Он верит, что деньги ему добудут. Его волнует только вопрос удержания власти. Его волнует только перспектива горящих на площадях покрышек, а не дефицит бюджета. Ну вот, ничего не поделаешь. Реальность, она такая. Сложно приходить к разным выводам. Говоришь самые банальные вещи. Война на истощение ведет к истощению, к деградации и социальному кризису. Инвестиции в руины не дают экономического роста. Жизнь в изоляции ведет к отставанию. Война – это сплошной убыток, который страна не тянет. Говоришь, по сути, все то же самое, что пишет Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования под командованием младшего брата министра обороны Белоусова. Но если тебя услышали, то ты уже без 5 минут иноагент. Весьма характерно в увольнении Клепача именно эта деталь. Само его увольнение – подтверждение его слов. Система ведет себя к кризису, деградации и разрушению, в частности потому, что до ужаса боится контакта с реальностью. Все плюс-минус понимают, что живут внутри рукотворной катастрофы, что будущего нет, что там мрак. Но зажмуриваются и живут одним днем. Смогли починить МПЗ? Хорошо. Нашли денег на новых наемников? Прекрасно. Списали долги региона? Нормально. Что будет дальше? Где брать людей завтра? На что завтра жить? Что будет через год, 2, 5? Это темы, на которые никто не хочет думать. И никто из тех, кто латает все большие дыры в российском государстве, не хочет слышать тех, кто прямо говорит, что на завтра заплаток уже никак не хватит. Жизнь в замкнутом круге беды и без того тяжелая, а послушать реалистов так совсем тошно станет. Поэтому лучше их с глаз долой уволить для начала. До завтра.